Здравствуйте, Наталья! Хочу сказать спасибо вам за ваш канал, ваш труд, ваш пытливый ум, ваши тщательные исследования. Сколько орхидей по всему миру вы уже спасли, а сколько еще спасете? Такими словами начался комментарий, который я получила на канале один день назад. Привет, друзья! После двухнедельного перерыва вы снова на канале «Классика орхидейного жанра». Продолжаем читать комментарий. Одна из спасенных вами орхидей живет в Минске, в Беларуси. Знаю, что таких историй у вас уже воз и маленькая тележка, да скорее всего и не одна. Хочу добавить и свою. Итак, друзья, встречайте Олеся Долотова, город Минск, Беларусь. Здравствуйте, Наталья! Это видео-привет из города Минск, столицы Республики Беларусь. Вот такая осень у нас. Облачная, немного темная, немного дождливая. Солнце у нас очень-очень редкий гость. И при таком уровне освещенности на улице представьте, как темно в квартире. В комнате посередине при измерении уровня освещенности датчик показывает 0 люкс. При этом посмотрите, какая зеленая травка на улице. Да, сейчас она зеленая, а летом здесь было все выжжено, все было серо-желто-коричневое. На балконе температура достигала 38 градусов. И при этом орхидеи очень даже хорошо умудрялись расти. Еще когда я переехала в эту квартиру, сразу же заметила, что мне не хватает света, его очень мало, его хочется больше, еще больше. И первое, что я сделала, переехав, пробежалась по всем хозяйственным магазинам, строительным гипермаркетам и нашла самые яркие лампочки, которые были в продаже. Сейчас тут лампочка на 30 ватт. 6500 К, 2700 с чем-то люмен. Здесь я хочу добавить один уточняющий штрих, который Олеся написала мне в письме. Кажется, забыла в видео сказать, что окна у меня южной ориентации, и при этом так мало света. Поэтому осенью и зимой подсветка везде и почти всегда. Конечно же, я приобрела такую лампочку и для своей настольной рабочей лампы. Тогда я еще не знала, что орхидеи любят тот же свет, что и я. Вот она, вот эта самая моя рабочая лампа. Именно под ней я работаю, рукодельничаю, занимаюсь всем, чем только можно. И под ней у меня стоит героиня нашего сегодняшнего сюжета. Мини-орхидея Phalaenopsis Violet Queen. Я думаю, во многих странах есть такие сайты, где можно найти какие-либо услуги, купить новые товары, купить товары, бывшие в употреблении, а также найти что-то даже даром. В Польше это Allegro, в России это Авито, в Беларуси это Куфор. И вот на Куфоре я и нашла свою красотку. Я ее очень хотела, я ее искала, ждала, но цена на нее кусалась. И вот однажды я увидела ее по хорошей цене, потому что она отцветала. Я, сломя голову сквозь дождь, сквозь холодный ветер, полетела за ней. Ее хозяйка сказала, что отцветать она начала сразу, как только дали отопление. Отопление дали буквально 2-3 дня назад, и я решила, что как-то быстро она отцвела. Ну, думаю, может быть, ее забыли полить. Может быть, она уже давно цвела и пришел ее срок. Я же не знаю, как долго она цвела. Я ее забрала, дома распотрошила,
торфяной стаканчик, под ним оказался еще один. Распотрошила второй торфяной стаканчик. Корешки были зелененькие, хорошие, плотные, не было ни сухих корешков внутри, ни гнилых корешков, нечего даже было снимать, все было хорошо. Шейка тоже вроде нормальная. Единственное, были такие небольшие темные места. Вот на корешках видно, на основании, но я решила, что может быть ее чем-то удобрили. Или может быть это от торфяного стаканчика цвет переняли корешки. Я решила за ней наблюдать. Поприветствовала ее соком толстянки, обмазала, закапала и подумала, куда же ее посадить. У нее очень компактная корневая система. По размеру подошел бы только пластиковый стаканчик из-под йогурта. Но так как йогурту мы не едим, пришлось бы все равно за ними идти в магазин. И я подумала, ну какой же пластиковый стаканчик? Она же королева, она должна сидеть в хрустале, в стекле, в чем-то красивом. И я решила временно посадить ее вот в такую вот креманочку, мороженицу, в пеностекло и маховой фитиль. Внизу тут керамзит. В пеностекле у меня орхидеи себя очень хорошо чувствуют. Уже долго наблюдаю за этим, и им действительно хорошо. Вот, посадила ее во временную такую посадку. Думаю, если что-то не понравится, сразу же достану ее и придумаю, куда еще посадить. А пока буду подыскивать ей горшочек. Не нашла у нас пока маленьких горшочков красивых, аккуратных, устойчивых, чтобы меня устраивали. Поставила ее на стол, чтобы она всегда была перед глазами, чтобы я всегда могла за ней наблюдать, что у нее, как у нее. Я ее взяла с 3 листиками. И вот буквально спустя, наверное, неделю увидела, что у нее начал расти новый листик. Думаю, ну, значит, ей понравилось. Вкусная толстянка по рецепту Натальи в розетку. Хоть и не влезло 5 капель, влезло всего 2, потому что розеточка крохотная, но ей понравилось. Листик растет. Я обрадовалась. Еще через неделю я увидела маленькая, тоненькая, такая черная полосочка. Вот видите заплаточку на шее? Это кусочек толстянки. Он прям такой сухой, высосанный. Она высосала из нее, из этой заплатки весь сок. И вот там, и вот на месте этой заплаточки, под которой находится листик и шейка, буквально на самой кромке листика я заметила черную толщиной с волосок полосочку. Первой реакцией было взять что-нибудь острое, срезать, соскоблить, зачистить, что-нибудь сделать. Но я вовремя взяла себя в руки, волевым усилием сказала: нет, она растит листик, у нее есть на это силы, она борется, она сильная, она справится, а я ей помогу с этим. Я прямо слышала ваш голос в своей голове. Активный рост корней и листовой массы отсутствует. Цветы и цветоносы растения отсушило. Либо не были созданы необходимые условия, либо растение болеет. Показаны микрополив, обтирание толстянкой, внимательное наблюдение. Это, конечно, краткий пересказ всего того, что я услышала в голове. Ей помогу с этим. Но так как было время позднее, на тот момент у меня толстянки еще не было, точнее был молодой кустик всего на 3 пары листиков, которые я попросила у соседей. И думаю, ну ладно, обработаю завтра, схожу, возьму листик у соседей, попрошу для обработки и обработаю завтра. А на завтра величина вот этой вот серо-черной сухой полосочки значительно увеличилась. Она была, наверное, 3 миллиметра в длину и 1 миллиметр в ширину. А для такой крошечной орхидейки это уже, по-моему, это довольно большое поражение. Может быть, я не права, но я испугалась.
я быстрее начала ее натирать, как советует Наталья, и стволик, и листья, и снизу, и сверху, и в розетку закапала, и даже вот на вот эти черные основания корешков я там все помазала, все куда только достала, лишь бы орхидейка была здорова. Вот эти вот белые следы, пятнышки на листиках, что вы видите сейчас на экране, это следы от сока толстянки. Ничего плохого не вижу в этом. Ну, единственное, эстетически, конечно, может быть, кто-то любит сочные, налитые, ровные листья, но для меня в тот момент было главное, чтобы растение было здорово, чтобы оно наконец-то выздоровело. В течение недели я наблюдала за орхидеей. Вот этот вот нижний листик, который сейчас уже пожелтел, изначально он просто начал светлеть. Он не желтел, он начал светлеть. Вот эти верхние листья, они насыщенного зеленого цвета, а этот просто начал... Сначала на тон стал светлее, потом еще на тон, потом я смотрю, а он какой-то такой нежно-салатовый. Сейчас он уже желтый. Орхидея просто из него начала вытягивать соки. Дело в том, что вот это поражение, оно как раз было... затронуло несколько как будто сосудиков. Видимо, именно по ним идет сок от корешков к листику. Ну что, давайте отковырнем заплаточку, посмотрим, что там сейчас под ней. Повторяю, прошла всего неделя после предыдущей обработки. Неделя и 1 день. Очень неудобно туда подлазить, все маленькое. Оп. Вот так. И вот видите, подсыхает эта ранка. Она действительно подсыхает. Если она была черная, сейчас уже видна такая желтоватая, желтовато-серая, что ли, каемочка. То есть ранка подсыхает. Я вижу по размеру этой ранки, что она не увеличилась, она перестала расти. Да, листик, скорее всего, орхидея отсушит. Но я очень надеюсь, что вот эти манипуляции, лечение поможет, и дальше никуда это не пойдет, не перекинется, все с ней будет хорошо. Интересное, вчера, обрабатывая эту орхидейку и закапывая в розетку сок толстянки, я увидела, что там внутри растет еще один листик. Его почти не видно, но если постараться, можно заметить, вот в самом центре вот что-то такое лежит, как будто. Это новый молодой листик. И вы представляете, этой орхидее у меня меньше месяца. И за это время она успела начать растить один листик, успела схватить гниль, успела начать растить второй листик. То ли это чудодейственное свойство толстянки ускорять метаболизм у орхидеи, то ли это просто особенность маленькой крошечной орхидеи. Возможно, у них ускорен метаболизм, поэтому они быстро болеют, быстро лечатся, быстро растут, не знаю. В моем уходе она, как я уже сказала, меньше месяца. Посмотрим, увидим. Будем наблюдать. И еще что я нашла, что я обнаружила, когда ее осматривала. Ой, сложно подлезть очень. Все очень маленькое. И здесь, наверное, камера не передаст. Вот там вот в основании видна маленькая почечка. Она стала зелененькой. Была обычного цвета, как весь ствол, такого сухенького, серо-желтенького. И вот тут вот тоже почечка набухла. Ее почти не видно. Ой. Вот, получается сфокусировать. Рядом с корешком зеленая почка стала. Под воздействием сока толстянки произошла активация меристемы на стволе орхидеи. Что получится из этой меристемы, покажет время. Это может быть новый цветонос, а может быть новая пристволовая детка. И вот эти вот изменения в орхидее меня очень радуют. Если она
начала растить листочек. Если она пробуждает почки, это дает мне большую надежду. Я думаю, что у нее есть силы жить, есть силы бороться, и она хочет жить и будет бороться, а я ей помогу. И да, в посадке у меня растет чеснок. Когда я ее садила во временную посадку, у меня не было ни такой крохотной толстяночки, такого росточка, ни каланхоя у меня тогда не было, посадить было некого. А в одном из видео когда-то Наталья давно говорила, что посадите хотя бы зубчик чеснока. Я вспомнила эти слова и всунула сюда зубчик чеснока. И вот посмотрите, какая корневая у этого зубчика. Он оплел весь стаканчик. Это прекрасный пример того, как корневая система растения-симбионта создает естественные фитили для корневой системы орхидеи. Оплел весь стаканчик. Внизу эти корешки заворачиваются, закручиваются. Не знаю, помогает ли чеснок этой орхидее. Я надеюсь, помогает. И толстянка, и чеснок, и руководство Натальи. Я надеюсь. Спасибо вам большое за возможность, предоставленную снять видео для вас. Хорошо. Спасибо вам за внимание к моему сумбурному видео. Первый раз такое снимаю. Возможно, что-то объясняю непонятно, но, надеюсь, вы меня все-таки поймете. Спасибо вам большое. До свидания. В надежде, что даже через километры нас разделяющие, вы ощутите капельку радости и надежды. Особенно в сложных ситуациях важна поддержка. Все мы с вами. Мы не рядом, но мы с вами. Мыслями, чувствами, пожеланиями. Мы думаем о вас. Держитесь. Пожалуй, сейчас в моей жизни один из самых сложных моментов. И я благодарна каждому из вас за слова поддержки, которые я уже прочитала в комментариях под видео. Спасибо вам, дорогие мои. И отдельное спасибо тем зрителям, которые присылают свои видеорезультаты на почту канала. Я буду публиковать эти видео для вас. Ну а теперь я напомню вам, что 18 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.